Здоров, здоров, ребят. Ну чё, продолжаем проходить Бэтмен Arkham Origins. Тут осталось, по идее, недолго. Надо только отмудохать Джокера, по идее, и все. И можно уже, типа, какие-нибудь побочки поделать, и все. Но это, по идее, получается, будет последний стрим по Arkham Origins. Как бы все, в этой игре больше, по идее, больше делать нечего. Вот как-то так. Ладно, начинаем продолжать. У мальчишки, который разворачивает самый большой рождественский подарок. И что это за подарок? Может, ты сам и не догадываешься, но ты открыл мне глаза. Макс. Раньше я думал, что достиг вершины. Здорово, Макс. 10 из 10 по шкале удовольствия. Я убивал бандитов и копов, взрывал дома. Но теперь-то я знаю, что на этой шкале есть отметки и больше 10. Намного больше. Не знаю, насколько нам сам суждено это выяснить. Вместе, тебе и мне. Огонь тут просто как приклеили, я не знаю. Не очень-то он тут вяжется с основной картинкой. Ладно, поехали. К Джокеру. Здрасте. Ну нахрена ты сразу самого большого-то лупишь? Ай. Up to my elbows! You got him! Кого? Ну. Mama always said I make a great runner. Погнали. Перчаточки идут в ход. Да, мы всех тут закошмарим. Ай. Давай пока перчатки действуют. You saving me, lad? Блять, мудохаешься. Эти все встают и встают. Как неваляшки. Ну давай, уходи. Я уже прожимал на контр-удар. Поставь на место. О, это заявочка. Так, у нас этого гаврика тоже глушить надо. Все, он подох? Подох. Так, вот этого тоже глушим. Мне, кстати, осталось-то буквально пару ударов. Норм. Выжил. Все. Никто не бежит больше. Чудненько. Кстати, что у нас там насчет нового уровня? Сейчас глянем насчет прокачечки. Угу. Ну, еще далековато. Отпусти его. Понимаю, понимаю. У тебя был шанс дать мне умереть, и ты им не воспользовался, а теперь наверняка жалеешь. Я убил кучу людей, поставил город на колени, разгромил полицию. А ведь еще... А ведь еще даже не начинал разворачивать подарки. Какие подарки он имеет в виду? Ближе к делу. Ладно, ладно. Итак, посмотрим, что держит в руке наш друг Бэйн. Да, это же кардиометр. Как только Бэйн его пристегнет, каждый удар его робко маленького сердечка будет заряжать этот электрический стул. А когда он полностью зарядится... Либо ты убиваешь Бэйна... Нет, я его не убью. Убьешь, будешь драться со мной нахуй или умрешь сам. Кто-то должен умереть. Ты, я или клоун. А это кто-то будет решать тебе.
or the clown? The question of which one of us it is in your hands. А что за качели? Нахрена это делать? The compassionate Обладает что-то там. morning philosophy, servant and lifelong companion. Ладно. Примерно. Атаки у него будут такие же. Как и на крыше, я имею в виду. Пока то же самое творится. Он сейчас бегать начнет. Ну да, только Гаврика, да блядь, валит меня. Он сбивает чуваков своей беготней. Единственное, что они мне не дадут его ударить, наверное, опять. Все, просрал я, короче, контрудар этот. Да твою мать. I will hear you scream. Мешает до хрен, блядь, нихуя мне влепил просто. Мешает то, что их четверо, но мне кажется, их меньше и не станет. Пока он их кидает, слушай, как Варик, можно уходить отсюда. Сейчас он их сам раскидает. Все, теперь мы его глушим. Правда, мне тоже один удар остался. В смысле, почему-то решает ударница работать. Ты, видимо, я должен был просрать, походу. Не с места. Сам не с места. Здорово, Егорыч. Господи. Господи, Иисусе. Осторожно, Джим. Когда пойдет разряд, а это 2000 вольт, должен что-то там дернуть. Джим. Садись рядом, Джимбо. Пошкварчим, как две котлетки. Юморист. Есть. 250, разряд. Появился пульс. Я тебя убью, потом реанимирую и снова убью. Да принесет тебе смерть покой, которого ты не знал в жизни. Мне не нужен покой. Точняк, у него же кардиостимулятор этот стоит. Я могу временно остановить сердце Бэя. Там что-то. Ну да, мне тут один удар реально остался. Здорово, Вольф. Фишка в том, что надо как-то, короче говоря, шоковыми перчатками, которые у нас являются имбой, как-то вырубить Бэйна, к которому подключен кардиостимулятор. Это как-то можно пропустить? Да, можно. Так, глушим, пока все не встали. Ну, допустим. Тихо. Блять, слишком много народу опять. По идее, мне вообще типа перчатки тут даже не нужны. И разматывать такое количество бесполезно. Пятерочки, очередь как мы ждали на стрим опоздал. А че это очередь пятерки такая большая? Локдаун.
локдаун, наверное, объявили. Сейчас он своих гавриков сам развалит. Так, все легли. Бегом туда. Совершать ультранасилие. Макс, тут тоже очередь из пятерочки. Бабушки постигочные товары. Че, я не знаю, может быть праздники какие-то, поэтому народ решил покушать купить. Я вот утром шел в магаз, вообще никого. Ну это, блин, утром. Это было часов в 9 утра. Народу не было. Он победил! Игра окончена, Джокер. Отпусти капитана Гордона. Точно, бросай оружие, урод. Может в тебя бросить? Гордон! Вот это я называю дух Рождества. Ну что ж, я бы сразу остался с вами, отпраздновал нашу победу, но пора носить носки там повесить над камином. А Мэлу и штук 15 небоскребов взорвать до рассвета. Чао! Короче, юмориста проебали. Слава богу, на тебе был бронежилет. У него мой пистолет. Ну, Гордон-то тоже не ёбнутый. Гордон, Джозеф, помогите мне остановить Джокера. Помочь тебе? Ты же у нас волк-одиночка или просто больше убивать не хочется? У Бэйна остановилось сердце. У меня лишь несколько минут, чтобы его оживить, иначе будет поздно. Так, ты что, не... Это не мой метод. Теперь идите. А нахрена его оживлять? Что потом было с кем пиздиться, я не понимаю. Странно. Давай, живи, Бэйнушка. Камон, говорит. Бэтмен, скорая помощь. О, сразу в ебло. Нашел кого оживлять. Ну вообще, блядь, просто с головой не дружит. Его надо было сначала связать, наверное. У меня нет выбора, мистер Уэйн. Он, блядь, теперь еще больше стал. Лучшее нахуй решение. Вот дурак. Ебать его распидорасило. Он походу под синтозом. Ну и нахер ты его шокером бил. Бэтмен, как обычно, ищет себе приключений на жопу. Бестолковый старый дядька. Маргарина тоже очередь на Возможно. МР.тост. Бэйн руки-базуки. Ну да. Он в порнухе еще снимался стопудов. Видели порнуху с этим чуваком, который руки-базуки? Я вот не смотрел, но она, по-моему, есть. Я какие-то вырезки, по-моему, в ТикТоке, что ли, видел. Что-то такое. Ну, там полное безумие с этим инвалидом, блядь. Жесть, конечно, полнейшая. Так, надо, короче, пока, я думаю, отныкаться от этого руки-базуки. Альфред, что нам известно о ТН-1? О том, что я нашел в лаборатории. Сейчас буду искать, сэр. Мастер Брюс, если вы не победите Бэйна за 10 минут, эффект принятого им ТН достигнет пика, и Бэйн прикончит вас одним ударом. Угу. Этот Буллок, прием, там что-то. Короче говоря, мы, наверное, должны ныкаться, да, от этого педика. Мы от него ныкаемся и выскакиваем, даем пизды сзади, как обычно. С ним на мужика не вариант. А ну, бля, какой на Халка похож. А чё, как выйти-то отсюда?
Я ж только что отсюда залез, нет? Так, давай мы по-тихому. Как мышь, нахуй. Лятуча. Блядь, ну это... Ты дурак, нет? Текаем, чё? Кажется, он меня потерял. Да. Почему-то бесшумный удар на него не сработал, он редко поворачивается, потому что... Ну тут по стелсу по-любому. Так с ним ничего не сделать. Блядь, ты заебал туда-сюда ходить. Давай так. Бесшумный решаешь. Все, и текаем. Трус. Я не трус, но я боюсь. Он, походу, еще толще стал, да? Надо опять, я думаю, в решеточку какую-нибудь спрятаться. Вот так. Сидим, ждем. Сэр, остались считанные минуты, пока не подействует. Используйте эти двери под напряжением. А нахуя? Ну давай используем двери под напряжением. Может типа перегруз ему устроить? Нет. Бля, это походу штука еще на время. Что у нас? Да, бля. Все, пизда мне. А нет, слушай, не пизда. Пока маленькая только пизденка. Она вообще что-то не сносит у меня. Нужно спрятаться и напасть в засады. Так, а при чем тут двери тогда? Короче, походу Альфред мне мозги ебет. Тоже мне дворецкий. Причем тут двери? Может быть его толкнуть типа на дверь? Все, текаем, текаем. Его надо к решетке опять подвести. Че, он тут за нами гонится, ныкаемся. Давай. Чуть-чуть не заебенил. Пока он тут орет, ты когда выпрыгиваешь из угла, ты его на стенку кидаешь, нужно также только в решетке. Да? А я что-то не заметил вообще этой анимации, то что я его как-то на стенку кидаю. Нужно использовать предметы вокруг меня. Ну, спасибо, Кэп. Ага, по-моему, решетки ломаются, и ты типа дважды их использовать не можешь. Возможно, так. Потому что вот здесь решетка цела. Да. Я попробую. Я, говорит, хочу больше. Прям как телка. Бля. Что-то происходит. Да. Ебучий, скрипучий. Он теперь бегать умеет. Надо применить хитрость, чтобы выиграть этот бой. Пока не совсем понятно. Блять, ну как поезд нахуй несется за мной. То есть это надо типа прям возле двери делать. И тогда его ебашит. Ну-ка, оглушить его не вариант, да. Все. Альфред прав, я могу драться в рукопашную, да не очень-то. Нужно, говорит, мыслить стратегически. Блядь, у меня вот теперь реально один удар остался. Надо прям... Ох ты. Все, убили, да.
Мышу уработали. He is gone, Batman. Because of you. Короче, когда он выпрыгивает с этой решетки, надо прям напротив становиться, стараться становиться прям напротив электрической двери. И тогда у тебя есть варик дважды ему пиздануть. Сейчас посмотрим, как это правильно сделать. Но это, по-моему, не на время делается. Фишка просто, чтобы не опиздюлиться конкретно. Мастер Брюс, там, ну, мне некогда читать. Бля, ну тут не всегда, кстати, не всегда решетки прямо напротив вот этих дверей. Давай подзанычимся. Где он? Вот. Внизу. Слишком рано. Ну хоть домовуху саданул. Получается у нас что? МР.Тостер. Потом, как об решетку его ударишь, Альфред скажет, что дальше делать. Думаешь так? Ну давай попробуем. Блять, ну нахуй ты сныкался-то тут. О. Самый верняк. Единственное, короче, место, где тут у нас есть решетка и дверь. Ебашит. Четвертинку-то снес. Ёкарный бабай. Альфредовка-то молчит. Не говорит он ничего. Педрера, усатая. Ну вот так вот разочек его ебнем. Стенку толкают и все. Короче, когда он бегать начнет, от него так съебамся тяжелее делать. Остановились, та-та-та-та, используйте двери под напряжением. Повторяем процедуру. Да? Ну, в решетках не всегда можно сныкаться, но в принципе можно. Кажется, он палит, да, меня? Он, сука, эти решетки ломает. Вот педик. Нормально? Все, текаем. Текаем, блядь. Сейчас мы жирному по яйцам надаем. Все норм. Вот так вот. Бля, дурак какой. Ну вот. Чисто используя решетки, без всякого электричества, можно просто... Главное, пошустрее отъебывать от него, и норм. Все работает. Главное, чтобы он тебя не видел, как ты прячешься. Эй, не пух, иди сюда. Я не успел, быстро ходит. Вот оно что. Он в решеточке заглядывает. Давай, бесшумный удар. Ну, вот, есть. Че, вообще без потери ему получается наезжать. А че он остановился? Ты че, уебок? А, все, норм. Я думал, ушастый, короче, ебу дал и больше не двигается. Заебись, он еще быстрее стал.
Эй-эй-эй-эй. Ну-ка вот так. Все, хуйнаны ты меня поймаешь. Нахуй я подошел-то. Ну, ближе. Че, да, о, работал. Все, последняя подача, этому пидору осталось. А нет, даже и этого не осталось. Все в порядке, Альфред. Я победил Бэйна. Нехуй пиздеть раньше времени. Мораль сей басни. Мастер Брюс. Мастер Брюс, что с вами? Да пизды он получает, как дебил. Нехуй выебаться было. Я, говорит, его замочил, и тут жена тебе в ебучку. Продолжаем, короче, экзекуции, я так понимаю, да? Оригинально. Вот поэтому в DC Comics Бэтмен, я найду Бэтмена, должен его найти. Поэтому в DC Comics Бэтмен считается одним из самых сильных героев. Фишка в том, что конкретно ему похер с кем драться, он может вынести, если учитывать тот момент, что сколько у Бэтмена времени на подготовку. Он типа своей логикой, дедукцией и всякими плюшками может разъебать любого, даже бога или полубога в виде Супермена. Когда вот таких вот персонажей между собой сталкивают, конкретно учитывают, сколько времени у Бэтмена на подготовку. И все. Если времени дохуя, то Бэтмен выиграет. Если времени в обрез, то, скорее всего, проебет. Как-то так. Бэтмен, я найду Бэтмена, я должен его найти. Ну, удачи. Он реально на Халка похож. И все, короче, да? Задание выполнено. Новый уровень. Мастер Брюс, вы меня слышите? Да, и спасибо, что помог с Бэйном. Надеюсь, с ним покончено навсегда. Да, он больше не опасен, и кажется, принятый им ТН-1 необратимо повредил что-то там в спину, по-моему. Значит, никто не узнает, кто вы на самом деле? Похоже, что так. Рад это слышать, сэр. А Джокер? Еще на свободе, но ненадолго. Это капитан Гордон из тюрьмы Блэкгейт. Срочно нужен медицинский вертолет. Начальник тюрьмы Джозеф ранен. Повторяю, начальник тюрьмы Джозеф ранен. Вертолет в пути будет через 15 минут. Пусть поторопятся. Все? Пробздели с вспышками текстовых сообщений на экране. Наконец-то, спасибо. Давай какую-нибудь плюшечку качнем. Это уже, в принципе, тут под финал игры не особо важно. Что это такое? Клеевая граната? Да хер знает, нужна она или нет. Быстрый, бесшумный, решающий удар. Да, почему бы? Ок. Как он работает? Отточив способности хищника, вы повысили эффективность своей лучшей скрытой атаки, бесшумного решающего удара. Новая способность сокращает время выполнения бесшумного решающего удара на несколько секунд, что делает вас менее уязвимым при охоте на врагов. Че, мне тайминг понизили, типа... Ладно, не будем вдаваться в подробности. Это, видимо, сверхплюшка какая-нибудь. Куда идем вообще? Здрасте. Ну, мне туда. Мы же, блядь, как летучие мыши по дверям не ходим. Я так понял, просто надо из тюрьмы выйти.
Супергеройское приземление на кулачок. Начальник тюрьмы-то что-то бла-бла-бла. Смотрите, кто пришел. Мало показалось. Опять ты. Мое терпение подходит к концу. Ну да, посмотрим. Сукин сын. Пошло на все. Тебе нужен Джокер. Бери. Помоги отогнать их от начальника тюрьмы. А, то есть раздавать пизды, чтобы этого Гордона не тронули. Так. Разношерстные опять у нас ребята появляются. Да не то все это делаешь. Чай перчатки зарядим, им пизда. Только что-то заряд не растет. Бэтмен еще Гордона подбадривает. Хорошо, говорит, дерешься. Пизды отхватывает там 10 лет уже. Так, вот этих надо попробовать. Не то. Какая штука дымовуха, просто его, вы че? Что он делает вообще? Куда-то сиганул в сторону, хотя там никого вроде не было. Так, главное, чтобы эти клоуны, блядь, щиты не брали. Это будет фиаско. Они в пути, ты успеешь. Где Джокер? Он направился в часовню через эту дверь. Какую дверь? Вот эту дверь? Дверь заперта. Через какую дверь? Вот эту, наверное. Ну-ка, давай нычку какую-нибудь посмотрим там, волшебно. Не, ничего тут нет. К месту казни. Вот это, по-моему, похоже на церковь. Мы же только что вроде как в дурке были. Теперь дурдом — это церковь? Ну да, вот прям очень похоже на церковь. Мышь побери! Какая ночь! Только закончил убивать, но решил продолжить развлечение. Бэйн еще жив. Эй, это не смешно. Сколько злости, столько пара. Все ради меня, и каков итог? Знаешь, если ты дашь мне договорить, я не успеваю катсценами управлять и одновременно диалоги читать. Это все ради тебя или для меня? До тебя просто не доходит, слишком толстый череп. Сдавайся, все кончено. Слоумо вылетает с зуба. А, надо еще до его бить. Нет, слушай, даже зуб не вылетает. Вот почему ты поступаешь так, верно? Тебе нравится. Тебе необходимо это чувство. Давай же, детка, избивай меня, пока кулаки не устанут. Зачем медлить? Ты же знаешь, есть только один способ меня остановить. Джокер, походу, под чем-то, раз его так плющит.
Любой из моих парней прибил бы его. Этот город заслуживает лучшего. Знаешь, моя дочь думает, что ты герой. Но мне все-таки надо тебя арестовать. Гордон, прием, где? Мой папаша был алкаш и изверг, и однажды он взбесился больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось. И он убил мамочку. Идет ко мне с ножом и говорит: что ты такой серьезный, сынок? Давай нарисуем тебе улыбку. И теперь я знаю, по правде говоря, я отпустил его из-за чего-то там, потому что ты веришь в него. Я не знаю, меня поставили командовать участком, который кишит продажными копами. И мне даже неким их заменить, как нечем заменить этот город. Этот проклятый город. По крайней мере, я так думал. Макс Лонг. И вот у меня на глазах он ее зарезал, хохотал как сумасшедший. Потом повернулся и говорит: чего ты такой серьезный, сынок? Он шел на меня с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Why so serious? Хит Леджер гениально, конечно. Джокера сыграл. Сердце остановилось, это забавно, Бэтс. Но может быть я смогу дать им что-то, во что они поверят? Может быть он даст им во что то, что они поверят, и что-то там. Он еще потому что продолжил фразу. Короче, Бэтмен дал всем надежду, хуежду, светлое будущее, коммунизм. Вообще не такой простой персонаж. Да. Джокера, вот я не знаю, я читал такую тему, то что Джокеров на самом деле трое. Типа об этом даже создатели Джокера, ну комиксов вообще по Бэтмену подтвердили, то что Джокеров не один. Типа не может быть человек в нескольких местах одновременно. Там как-то вот, судя по комиксам, короче, это надо разбирать вот этот лор. Главный антагонист Бэтмена, он типа, по идее, Джокер, даже слегонца поумнее Бэтмена будет. Хотя Бэтмен типа дедукцией, худюкцией, вот этой вот всей темой, он типа мегамозг, короче. Джокер сколько раз его наебывал-то. Он типа непредсказуем там и все такое. Tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Песенки поет там что-то. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. Юморист хера. Это можно скипнуть? Нет. Надо посмотреть, что там за дополнение еще. По-моему, дополнения были. Another crime before my time made your heart sad and blue. And so now вообще, я думал, то, что Джокера в этой части, ну, в Origins его не будет. Оказалось, Джокер тут тоже есть. И фактически Джокер главный антагонист во всей квадрологии игр по Бэтмену. Как бы есть и другие боссы и так далее, как бы их полно. Но вот Джокер типа основной. Энигму во всех частях тоже сделали как основным сайд-квестом. Заданий для него дохуя, как бы там, чисто чтобы время затянуть игры. По-моему, в Архам Сити Бэйн еще появляется. Типа главные враги Бэтмена это у нас Джокер, Бэйн и Пугало. Все остальные такие, ну, более-менее среднячком. Типа второстепенные, такие как Deathstroke, там, Ядовитый Плющ. В некоторых частях даже Ядовитый Плющ наоборот Бэтмену помогает.
and it's tearing me apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? И, кстати, прикольно то, что в некоторых частях еще за других персов дают поиграть. Ну, в Arkham City, в Arkham Knight дают полобать за Найтвинга. На следующий гость политический стратег Дэн Снайдер наблюдал за текущими событиями. Доктор Снайдер, давайте начнем с вас. Ваше мнение о происходящем. Джек, это какая-то пародия. Наша система правосудия провалилась по всем просто. По-другому на всех насрать, она только за растения. Ну, да, что-то такое. Но она там разъебать город не раз хотела. Погоди-ка, Дэн, я не защищаю капитана Гордона, поскольку, как ты сказал, события нынешней ночи показали его бесполезность. Но я не вижу, чтобы любые другие полицейские эффективно работали против таких, как этот Джокер. Я имею в виду, что эти ребята совсем другой породы. Мы никогда не видели такого. Как по мне, это не только вина полиции Готэма, это вина всей нашей страны, в которой здравоохранение и образование так прогнили, что мы сами создаем новых преступников. Любопытная точка зрения, Хэнк, но мне интересно, что мы будем делать дальше. Нет, это не любопытная точка зрения, это просто неправильно. Они оба неправы. Дело не в полиции и не в Бэтмене. Дело не в нашей нации, которая каким-то хитрым способом творит новых воров и убийц. Дело в одном учреждении, которое, по моему мнению, представляет огромнейшую угрозу для Готэма и его жителей. Бомба с таймером, которая вот-вот взорвется. Если события нынешней ночи чему-то нас научили, так это тому, что Блэкгейт не приспособлен для содержания опасных преступников. Не один, но два побега из тюрьмы за ночь. Всех трагедий можно было бы избежать, если бы у Готэма имелось подходящее место для самых ярких нарушителей закона. Место, откуда невозможно убежать. Место, где можно изолировать и вылечить всех опасных преступников. Такое место, как лечебница Арkham. Это важный диалог, кстати. После всего, что произошло этой ночью, я обещаю жителям Готэма, что буду упорно трудиться и пойду к городскому консулу и к губернатору, если потребуется. Сделаю все, что в моих силах, чтобы лечебница Арkham была открыта снова. Вы поняли, Квинси Шарп считает, что в произошедшем виноват не Бэтмен, не Джокер, а виновата тюрьма Блэкгейт. И просит вернуть лечебницу Арkham к ее полноценному функционированию. Мы продолжим час Рейдера с мистером Шарпом и прочими гостями после этого сообщения. То есть они сделали непосредственно Arkham Origin. То есть вот сейчас картинка оборвалась на том, что Джокера запакованного везут в дурку. С этого и начинается Arkham Asylum. И тут как раз еще в диалоге добавили то, что Блэкгейт тюрьма типа не справляется, давайте их нахер просто в эту дурку отправим. И, собственно, по этой дурке мы будем колесить. Там, ну, как бы корпус тюремный. Разрабы. Тюремный корпус, короче, он типа большой. Он не тюремный, а корпус дурки, он здоровенный. И там будем по разным локациям шароебиться. Разматывать всяких боссиков и так далее. Но опять же, будет Джокер. Дальше будет опять Джокер. Только во второй части, в Arkham City, мы его мочим. В третьей части он будет у нас в голове. Страха нет, он только в твоей голове. Ну, молодцы, я не считаю то, что почему-то вот Arkham Origin считают типа отщепенцем от всей трилогии, ну, с последующих частей. По-моему, вполне нормально все вяжется по сюжету. От канона тоже не отходит, боевка ничем не отличается, загадки тоже бла-бла-бла, как бы все лаконично, гармонично подходит к остальной трилогии, как бы. Почему-то фанаты плюются от Ориджина, считают ее типа пососной, короче, и вообще типа не игрой про Бэтмена Архам.
Типа, ну, не то, не катит, что-то им не нравится. Не знаю, нормально, по-моему, игра в стиле своем, как бы, вот этой вот квадрологии. Все норм, играется. И загадки есть, и боссы тоже есть со своей, опять же, тактикой, которой надо там еще понять, что там делать. В принципе, если на норме проходить, да вся квадрология, она типа, ну, одинаковая по сложности, все в балансе, как бы скажем так. mr.toaster. Я так думаю, что фанатам сказали, что игра плохая. Так часто бывает. Возможно. А может быть, они просто узнали то, что вот ее разрабатывали Rocksteady Studios, разрабатывала все части. Но конкретно Origin, они типа Rocksteady Studios отдали какой-то сторонней студии. Типа в другой стране, что ли, что-то такое. Вот они как-то вот так с этой частью поступили, как бы у них, может быть, времени, блядь, не было, я не знаю, может, финансирование как-то не особо позволило. И они типа ее туда отдали, и да, нормальный продукт, стандартный, как бы, как стандартный. Нормальный продукт вышел, вроде все норм. Блять, я когда-нибудь могу это пропустить, не? Открыта новая игра плюс. Вы можете пройти основную сюжетную линию снова, на этот раз со всеми устройствами и улучшениями, которые вы собрали. Но, кстати, у меня, по-моему, одно там еще не собрано. Те они пригодятся вам, поскольку вы начнете играть на гораздо более высокой сложности, без предупреждающих значков. Врагов с самого начала станет больше, и они будут сильнее. Важно! Новая игра плюс — это отдельный режим, доступный в главном меню. На ваши достижения в основной игре он никак не влияет. Между режимами переносится только опыт, улучшения и собранные предметы. Кстати, я вот сегодня, когда нажимал в начале игры файл загрузки, типа написано то, что игра пройдена на 28% всего. Это как, блять? То есть почти финал сюжета, но у тебя 30% от игры просто пройдено. То есть 70% там занимает побочки, хуёчки, достижения какие-то. То есть это надо быть просто двинутым фанатиком, чтобы все на сотку открыть. И очень много времени тут провести, как бы, это пиздос. Давай посмотрим, что там дальше. Поздравляем, другие костюмы Бэтмена. Любой загруженный костюм Бэтмена теперь можно использовать в основной сюжетной линии и новой игре плюс. Чтобы выбрать костюм, начните игру из главного меню. Еще одна заставочка. Я так и думал, что рано или поздно. Это Deathstroke у нас. А что случится, если я не подпишу? Ты будешь работать на меня или сгниешь здесь? И зыркнул так на нее, так хыщ. Здрасте. Выдалась тяжелая ночка, Альфред. Не хочешь отдохнуть? И не собираюсь, сэр. Не раньше, чем вы вернетесь домой целым и невредимым. Что ж, если ты уверен, то мне кое-что выяснить и потребуется твоя помощь. Можете рассчитывать на меня, а когда доберетесь до дома, отметим наконец Рождество подобающим ужином. Правда, придется съесть этот ужин на завтрак. Возможно. Кстати, это еще не игра плюс. Это типа незаконченное все. Возможно, откроется какой-то доп. Ролик, сцена какая-нибудь коротенькая, если ты на 100% пройдешь. Так было точно в Arkham Knight. Последней самой версии игры. Там типа на 100% игру выполняешь, тогда трушная концовка. Может быть, тут тоже что-то такое. Ладно, посмотрим, что у нас тут по побочкам. Как бы 50 минут стрима только прошло, как бы почему бы нет? Основного сюжета больше нет. Давай пойдем, наверное, вот на детективную вот эту залупу. Вот сюда. Отмечаем. Будем что-нибудь расследовать.
я сама ночь. А пластик-то дырявый, он по идее должен как шмякнуться мордой просто об асфальт с таким плащом. Пробовал сегодня Arkham Asylum установить, потому что в Steam, что в Epic Game нету игры на русском языке. Это очень печально, потому что некоторые вещи тут нужно читать именно. Что-то мне сдается, это все эмулятором третьей плойки пахнет. Вас тянет ко мне, признайтесь, как мотыльков на пламя. Вы хотите знать, что я продаю? А если нет, молчать без борда эти такие. Чего ты, блядь, несешь? Мудло какое-то. Пошел нахуй. Куда-то вот сюда, по-моему, надо, да? Стоять, проверяем. Да. Тупо вниз к этим ребятам. Ебаные садомиты, хоть кто-то, блядь, но все равно должен вырыло тебе дать. Почему-то это очень странно, но контрудар не всегда работает. Давайте, вставайте все. Причем на этой крыше не только фишка с расследованием. Тут еще парочку побочек, походу. Блять, ты сдохнешь, нет? Его, по-моему, допросить можно. Так, тут у нас где-то по правую сторону должен быть. Вон она, внизу. Вот и нашли. Кто, блядь, уже врыло мне дает? Заебить посидел. Так, этого педика допрашиваем. Прошу, не надо. Странно, но он не работает. Допросить его не получится, да, походу? А почему не Паша? Цель не обнаружена. Либо то, что я ищу наверху, либо внизу. Вот тут у нас есть, что ли? Нихуя. Почему-то чувак этот не работает. По идее, вроде как его надо. Да, его тут вообще, по-моему, переебало. Ну ладно. Где-то вот так, по-моему, да, надо встать. Даман 72. Здороволетящий в Англии. Летящий на крыльях ночи. Здорово, Даман. Не совсем понимаю, что тут надо расследовать и где это находится. Причем вот пиздец как где-то рядом. Я назад ухожу. Вот к этому подходишь. Вот я типа прямо возле него должен. Но он не работает. Я его не ударить, ничего не могу с ним сделать. Ладно, пошел нахер тогда. Вон, давай к пингвину можно сигануть.
Вот так. Даман 72. На крыльях тоже можно. Десни в детстве в 5 вечера по первому вспомнился. Gotta be kidding me. He's real. Что там в детстве в 5 вечера? Что это у вас за передачи шли? У нас вот, по крайней мере, у меня в детстве было мало каналов. Ну, типа, первый и второй. Да, блядь. Ёпты, дайте подойти так себе. mr.tost. В смысле в 5 вечера. Так, а что было в 5 вечера-то? Прям заинтриговал. Это где-то Даман с правой 72. стороны. А у вас не шли Дисни каждое воскресенье утиные истории Чипа Дейл? Да, шли. mr.tost. По первому. С утра в 15:00 просто мультики и хватит. Нет, ну были Чип и Дейл и так далее. В 3 часа какие-то тоже мульты были, но потом типа Зов джунглей, блядь, начинался, Звездный час, но это по будням. Даман 72. В середине 90-х. Ну вот, да, в середине 90-х, я про это и говорю. У нас вообще ничего по Бэтмену такого не показывалось. Никаких мультов, ничего такого. Типа у нас не было канала, допустим, 2x2, у нас только была первая и вторая. А уже когда в классе, наверное, в 5 или в 7 был, нам подключили Даман НТВ. 72. Я в Латвии, у меня другое время. Ну, у тебя, наверное, и набор каналов, соответственно, другой был. Тем не менее, наверное, первый и второй тоже, я думаю, у вас показывал. Даман 72. Дисни был ТВ-6. Ну, я только знаю про ОРТ. У нас не было ТВ-6. У нас причем кабельная появилась, если я не ошибаюсь, где-то кабельная можно было подключить, по-моему, 14 Даман каналов. 72. Такие же, как у вас, и плюс кабельная. Я про конкретно свой город. У нас кабельная появилась, по-моему, где-то в году, наверное, 5-7 можно было подключить. Что-то около 14 каналов, не больше. А так, я когда в школе учился, у нас в основном был первый, второй, НТВ. Даман Вот 72. НТВ, по-моему, и то позже подключили. ТВ-6 ты не смотрел Муса Босс? Нет. Музабосс, если ты имеешь в виду с Иваном Демидовым, показывали ночью по ОРТ. Я помню то, что когда болел еще в школе, я долго не спал. Музабосс показывали вроде с Иваном Демидовым где-то часов в 12, в час ночи примерно так. Хрен знает каких записей, не знаю. Но ТВ-6 у нас не было. Даман 72. Да, с Ваней какого года ты? Я 88-го. Знак вопросика, если не трудно ставь, а то непонятно, это вопрос или утверждение. Так. Куда-то сюда. Мы, так как город находится на отшибе, мы много чего проебали, я тебе скажу. То, что шло в 90-х. Прямо уйму. Я еще помню, в 90-х была программа Даман А. 72. Евроспорт на английском черту он неплох. Нет, не было.
Я говорю, у нас было, короче, сказать просто, что у нас было проще. У нас была первая и вторая программа. Ну, то есть, ОРТ и Даман 72. РТР. Я чуть постарше. Вот. Потом нам подключили НТВ, условно говоря, где-то я был в классе 5. Потом нам подключили ТНТ. Это уже я был, наверное, в классе в 7 примерно, в 6. Примерно так. Может быть, годок другой плюс-минус. Вот примерно так. Не точно не скажу. Но вообще вот, типа, основные передачи, которые мы наблюдали в детстве, это у нас был вот ОРТ и, ну, первый и второй канал, короче говоря. И все, и Барсик. Но все равно это не мешало нам посмотреть всяких Чип и Дейлов, Аладдинов и так далее. Что там, утиные истории. Я даже помню такой мультик, самый, наверное, первый мультик, который мне запомнился. Он французский. Если я не ошибаюсь, он выходил, по-моему, в 83-м году, что ли. Назывался он «Дракулита Вампиреныш». Там такой мелкий на Каспера чувак был, только вампир с зеленой кожей. Лампоголовый такой хер, короче. Я даже не помню, про что этот мульт, но он был прикольный тогда. Также, в принципе, у нас до города, до нашего долго Даман добиралось 72. все. Ну, мы в СССР за границей считалось. Да. Эстонцы финское ТВ смотрели они уже в середине 85, Хадалас династию и Санта-Барбару уже посмотрели. Ну, у нас, если я не ошибаюсь, Санта-Барбара, по-моему, шла Даман по первому. 72. Не, по второму. По Этот второму, мульт огонь. по второму, по-моему, у нас канала Санта-Барбара шла. Вроде так. Ее показывали, кажется, вечером. Вообще, как бы, у нас вот до Финляндии 25 километров по лесу. Ну, чисто по бездорожью, если ебашить, до границы с финнами у нас 25 километров от моего населенного пункта, скажем так. Откуда в данный момент стрим вещается. Но я не был в Финляндии, но хотелось бы, конечно. Я бы съездил к финнам, чисто посмотреть, что же там творится. Было бы забавно. mr.тостер. Грёбаные арки не забуду никогда. А что за арки? Какие арки? Что ты имеешь в виду? Даман 72. Дракулита тоже один из любимых мультов. Даман 72. Ты из Карелии? Нет, Даман, Карелия это ближе к Москве, а ты Мурманская область. Это МР. к северу, еще севернее. Заставка в Санта-Барбаре. Понятно. Да, там были арки ту-ту-ду-ту. И все, короче, все прилипали к экрану, мы ждали, когда Сиси Кэпвелл, по-моему, блядь, выйдет из комы, нахуй. И потом он вышел из комы, и еще, блядь, 200 серий, нахуй. Там еще, по-моему, Богатый тоже плачет. Просто Мария была, там еще какая-то хуйта. Я не знаю, я был малой, я это дерьмо не смотрел просто. Мы, блядь, ебашили в снежки на улице, там катали комки, там, не знаю, делали всякие горки, нам как бы было не до телевизора. Я помню, что уроки когда делал, там, шло типа на задним фоном «Угадай мелодию» какая-нибудь вечерком, там, такая тема. Сериалы, опять же, да. У них, в принципе, прайм-тайм был у сериалов по Первому каналу. Даман 72. У меня родственник матушкин двоюродный брат живет. В Карелии? Или в Мурманской области? Так, осталось 2 ящика. Ну давай тогда, короче, мы сейчас добьем за пингвина Даман тему. 72. Мурманск. Ну вот.
Ну, кстати, я вот в Мурманске был, наверное, считанные разы, кстати сказать. Добираться далековато. У нас до Мурманска что-то часа, по-моему, 3,5-4 езды. Далековато. Так, ну, примерно вот так. Там у нас и пингвин будет. Возможно, такая же фигня получится, кстати, как Deathstroke'ом. Я за Deathstroke'ом прошел несколько миссий, там, порасследовал всякую херню. Даман 72. Мы шли на час по домам и потом опять на улицу. Сейчас я расскажу. За Deathstroke я прошел несколько миссий, короче, и потом он боссом оказался, которого было довольно-таки непросто завалить. Может быть, с пингвином такая же пижня получится. Сейчас посмотрим. Мы шли на час по домам, и потом опять на улице, да, расходились чисто мульты позырить, а потом опять гулять. Ну, если уроки не мешали. Потом как бы, ну, я старался сначала после школы сделать уроки, потом уже либо мультики смотрел, потом гулять шел. Ну, как-то примерно так. На уроки сначала делал в первую очередь после школы, чтобы потом уже, блин, не это. Уроки сделал, все, гулять спокойно, блин. Кстати, у нас еще, что вспомнил, комиксы. Вот комиксы у нас начали продавать примерно где-то в году в 98-м, и их продавалось, наверное, штук 10 примерно, только в одном Даман месте, 72. на одном прилавке. Карелия впритык к Финляндии тоже. Нет, не совсем. У нас вот получается Мурманская область, она не считается Карелией. Карелия это считается Петрозаводский и рядышком район. По-моему, даже типа... Не буду спорить. Даман 72. Посмотри на карту. Короче, если вот от моего города 25 километров по бездорожью до финской границы, то на поезде от соседнего с нами города на поезде до Петрозаводска, который является центром Карелии, 9 часов. mr.toster. В свое время финны карелам паспорты хотели раздавать. Нет. Даман 72. От Петрозаводска 200 километров до Финляндии. Нет. Ни хрена. Ни хрена не 200 километров. Больше. Я еду до Петрозаводска 9 часов. До Москвы 1,5 суток. Где-то так. Тверь, Москва, это рядышком, в принципе. mr.toster. Ща погуглим. Давай, Оракул, заводи свою машину. Тебя, по-моему, единственного, блядь, в Гугле не забанили. Да не, на самом деле у нас до Петрозаводска, как до Китая раком, а финны вообще типа рядышком. У нас еще шведы бывают, приезжают по обмену опытом, ну чисто школьники, короче. Не знаю, как сейчас практикуется это или нет. Даман 72. Смотри. Не знаю, как практикуется это сейчас или нет в школах, но раньше к нам эти шведы, норги ездили, короче. mr.toster. Быстрый ответ: расстояние Петрозаводск-Хельсинки по трассе составляет 658 километров, а по прямой 540 километров. Угу. Спасибо, Google. Но, блядь, я думал, кстати, даже еще больше. Я думал, где-то около 1000 километров. Ну, слушай, это прям, наверное, совсем по прямой. Без всяких объездов. Даман 72. До Хельсинки до границы 200 километров. Угу. Ну да, возможно. Короче, правы получается оба. А я не берусь вообще утверждать, я что-то как-то не задавался вопросом. mr.toster. А у нас 25. Ну, один хер, у нас до Петрозаводска дохуя ебашить еще на поезде. Макс Лонг.
290. Делаем ставки. Кто больше ебанет цифру? Ваши ставки, господа. Даман 72. Ну плюс-минус. Ладно, хоть с финами. Я о том, что это как его. Ребята по обмену к нам приезжали. Напаивали их бухлом. Вся хуйня. Им очень понравилось. Раньше они дико скупали эти, как его, зажигалки автогеновые, короче. Которые светятся фонариками, блядь. И Даман хрусталь. 72. Ленин по льду бегал в Финляндию. Угу, ну, возможно, даже без штанов. Почему бы нет? Можно пофантазировать. Так, а я вообще в противоположную почему-то бегал. Петрозаводск, Хельсинки 730 790 есть и 900, если вокруг Ладожского. mr.тостер. Когда Патишина их водила и рассказывала, где бухали. Петрозаводск, Хельсинки 730-790. Есть и 900, если вокруг Ладожского. Ну вот эта цифра, кстати, мне больше нравится. Насчет 700 и 900 км. Как бы, по-моему, как-то ближе к реальности. Потому что у нас реально, блядь, до Кандалакши, как бы, чтобы уехать на поезде в любую точку, блядь, России, надо еще 200 километров пилить на машине от Ковдора. Чик-чик. Потешина их водила, рассказывала, где бухали. Ну да, так этот, как его, я их даже тоже видел, короче, когда шведы, по-моему, или норги, по-моему, шведы, да. Мы со шведами так чуть-чуть пересеклись, типа, я подошел, короче, мы просто поздоровались, и они пошли на хату пить. А до границы 290. Причем у шведов эти бабы с той школы приезжали, они такие мужикоподобные, короче. А чуваки были стрёмно одеты в какую-то хуйню, короче. Даман 72. Самая близкая точка от Петрозаводска 200 300 километров, сижу перед картой. Ну прям урок географии. Покажи озеро Байкал. Ладно, хуй с картами, надо пингвину дать пизды. Я так думаю. Только почему-то... Я не в ту сторону, по-моему, полетел. Макс Ланг. Открывай Google, будем угадывать место по фото. По-моему, Мэдисон, да, такую тему практиковал, если я не ошибаюсь. Даман 72. Какие-то у него такие стримы там были. Бля, я еще помню то, что я в 9 классе сдавал географию. Как это было дело? mr.тостер. Лоу, люди, стопай. Кто шарашит, блядь? Ну ты залупа. Бля, они раскиданы по крыше сильно. Даман 72. У меня по географии круглая 5С. Ну, вот это ништяк. Бля, батаранги, короче, на них не очень действуют. Но у меня, кстати, тоже, ну, не круглая пятерка была в 9 классе, но у меня захуяли, кстати. Не круглая пятерка, но такая, 5-4, короче, было.
Может, у нас географичка была, не фонтан? Я не знаю, знаний у меня сейчас к 33 не особо много осталось по географии. Наверное, давно карту, блядь, не видел. У нас упор был большой именно на знание, короче, вот бассейнов, там, регионов и так далее. Часто с картами работали. Ну, типа, она там любила каверзный вопрос такой задать, типа, покажи реку Обь и куда она впадает, откуда имеет... Откуда у нас, допустим, она любила вопрос такой задать, короче, вызывает тебя к карте и такая, блядь, давай, показывай реку Обь. На. Откуда она берет свой исток, а где заканчивается. Вот так. И много кто валился, короче, с этой херней, но голова решила выучить. Голова решила выучить просто все ебаные реки. Как и куда они что впадают и так далее. Озера не очень крупные. Ну, и типа того. Районы там и так далее. Точные науки. А мне, слушай, у меня химия вообще не зашла. У нас химичку молодую прислали с какой-то школы. Она, по-моему, только с декрета откинулась. И мы же дикие. mr.тостер. Ну его нафиг, 17.5 лет учебу хочу поскорее все забыть. Ну да, как страшный сон. Короче, мы дикие были, она только пришла молоденькая, короче, и мы начали просто срывать уроки, и с этого момента у меня вообще химия никак просто. Я основы типа просрал, короче, ну, чтобы там хуйней страдали. Даман 72. Как срок отсидела, ха-ха-ха-ха-ха. Да, в некоторых моментах меньше за убийство дают. Вот, просрал, короче, начальные основы уроков химии, поэтому вот химия мне вообще никак не зашла просто. Ну, физика более-менее. Физика, алгебра, геометрия, как бы, ну, это нормально вроде было. Правда, с алгеброй тяжеловато чуть-чуть. Максло, Геометрия проще ты же давала. на Кирова живешь? Нет. Но у нас есть такая улица Кирова, да. Попробовать еще раз этих пидоров разъебать. Даман 72. Физику на пальцах можно объяснить, а вот химию нет. Максло. Вычисляю по IP. Угу. Посмотрим, куда это тебя заведет. Мне аж интересно. mr.тост. Очень известный дядя в апатитах много чего для обогащения сделал. Я прокинул. Угу. Забыл, кстати, как его инициалы, Киров. Все? Я типа всех замочил? Да. Даман 72. В Финляндию. Не совсем понял, что имелось под Финляндией. Так, а как это? Угу. Я понял. Это, короче, мы взрывами ебанем. Да не сюда ты наносишь. Ну вот, первый. Блять, тогда два взорвется только. Даман 72. Приведет его вычисление. Угу. Даман 72. Кстати, танк Кирова воевал в Финляндии КВ-1. По-моему, Киров это у нас это... Блять, я не успел. Сейчас сделаем.
херню эту. На какой бета-ранг пизду? Короче, надо буквально за 3 секунды и взорвать вот эту херню все. Чтоб без глюков. И быстренько на бета-ранге переключиться. И во все попасть. Ну... Так, еще раз. Да, блядь, ну... Какая граната клеевая? Че ты мне дуру гонишь? Все, отлично. Я успел. А кто-то еще орет, задолбал. Где он? Хер знает. Ладно, пойдем к пингвину тогда потихонечку. Это получается Роман вправо, 72. наверх. Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП. Киров. По-моему, это его однофамилец у нас. В честь его однофамильца, скорее, у нас улица названа. Ну, именно в моем городе. Я думаю, так. Потому что у нас Киров в основном угорал по обогащению полезных ископаемых. Вряд ли до войны он что-то делал. В военное, точнее, время. Так, надо как туда пробраться. И, скорее всего, надо идти в обход. Тут мне пройти не дадут. Печалька. Поебали тогда вдоль зданий. Карта. Ну, по идее, если по прямой лететь, то я должен попасть как-то в обход. Ни на что не отвлекает, как-то надо добраться до пингвина. Потом направо, по идее, вот так как-то. Да. И все, топим по прямой. Ну, вот этих двух гавриков, почему бы не ебнуть чуть-чуть? Че они ходят? Так, а тут сейчас придет наш шум, да? Спокойненько, не деформируясь. Зарабатываем, мальчики. Вот так. Это мы делаем. Так, надо, кажется, ниже. Ниже и дальше. До свидания. Куда-то вот сюда, по-моему. Вот с правой стороны. Вот он. А че это менты ящики пингвина охраняют? Давно ли? МР.ТОСТ. Они продажны. Продажные мусора. Да, по-моему, что-то Гордон за такое заикался. То, что типа куча продажных ментов, там, тоси-боси. Все, давай, деструктор. Вот так. Расчехляем. По идее, последний остался.
Да, остался один тайник. Не, ну слушай, будет прикольно, если как бы, ну, за каждого там пингвин остался, Бэйн, по-моему, и типа ты его мочишь, как босса. Будет здорово. Бардгамер, всем привет. Здорово, Бардгеймер. Здорово. Бардгамер, лайк мой на месте. Спасибо. Бардгамер, ты уже давай. финальчик. Да, уже финал так, в принципе, теоретически финал прошел уже. Отбитие щита. Открыть улучшение. Включив шоковые перчатки, можно отбивать удары, наносимые вам щитом. Эта контратака обезоруживает и сбивает атакующего с ног. Он до этого же тоже пробивал щиты, а разве нет? Похуй, так сядет. Новая сетевая награда, ящик каблпота. Интересно с тобой работает. В смысле, мы действительно что-то делаем. А отец мой думает, я тут только печатаю и смотрю телевизор. Знал бы он. Так, где у нас пингвин? Сейчас мы его, блядь, найдем. Не то. Тоже не то. И тоже не то. Кстати, вот это что за такая побочка? А, тренировочное планирование. Знаем. Летали. Херня это все. А, вот он. Ля ты крыса, он на корабле тусуется. Бля, ну туда прилично, кстати, топать. Понятно, добежим. А можно вообще типа fast travel бомбануть, да? Да, через всю такую, весь этот остров херачить что-то не вариант. Давай-ка мы fast travel. Быстрое перемещение. Ну, смысл пердолить через весь остров, просто чтобы побочку одну забрать. Тури. У нас уже, кстати, тоже морозы начались. Как в игре тут показывается. Сегодня было минус 20. Почти. Минус 18 ночью. Я аж что-то подзамерз на работе. Так, вот этот корабль. Бардгамер, да у меня тоже снег пошел. Начало зимы. А город какой, напомни? По-моему, как ты говорил, но этот, я запамятовал. Угу. Опять те же самые. Бардгамер, Эва, у нас, наверное, максимум 7 было. Не, у нас уже зима полным ходом. Ну а что, север? Бардгамер, город Смоленск. Смоленск. Макс Ланг. Жду стримов с рассказами про Ленину. Про Ленину? А что тебе про Ленину рассказать? Я вот лосятину пробовал. Не, надо валить отсюда. О, тут еще у нас. Я про этого совсем забыл. mr.toast. У нас сегодня более-менее днем 14. Но уже потепление немножко. Но этот как его? Ночью был дубак. Ночью что-то минус 18, по-моему, был. mr.toaster. Минус. Да, жалко, что не плюс. По-моему, сейчас в Краснодаре плюс 20 где-то так. Все зеленое, красота. Макс Ланг. Ахахах.
Да, я когда подписался на тебя, ты рассказывал про Ленину. Разве? Подожди. Или я консервы с оленины жрал? Или что-то такое. Ну, короче, лосятину конкретно мне давал замороженный кусок кореш. Я ее, блядь, в мультиварке вываривал где-то, не знаю, часа 2, по-моему. Потом пытался из нее шашлык сделать. Ну, что мы делали шашлык. Я, может быть, оленину с лосятиной перепутал. Короче, лосятина. Батя его приволок. Лося, всех дел, короче. И вот мы сначала ее вываривали в мультиварке. А потом попробовали из нее сделать шашлык. Вот. То есть на этом, на электрошашлычнице. Ну, он, блядь, жесткий пиздец. Вот. Потом какую-то часть мы просто сварили, короче. Вот именно в мультиварке еще побольше времени на тушение поставили. И вот тогда она начала просто ложкой резаться. Мясо нежное, заебись. mr.тостер. Да херня, что лось, что медведь не очень. По-моему, лось скорее от оленя не отличается, а вот медвежатину я не пробовал. Оленина вот у нас в банках продается в консервах. Оленина, блядь, баранина, ну так далее. Что угодно можно надыбать. Кстати, когда я тут недавно весной, когда я учился на права, там, ну, категории Е, которые... Мы в Оленегорск, когда приезжали, там в кафехе было. В кафехе продавалась оленина с разными гарнирами там и так далее. Я думаю, там вообще без проблем оленятину можно было пожрать. Максланг. Медведя опасно есть. Я думаю, если его нормально выварить, чтобы вот эти вот всякие грязь из мяса вытащить, короче, лучше его варить долго, желательно часов 5, наверное. Тогда типа похуй, он как бы съедобный. Но, скорее всего, он просто невкусный. Тупо мясо, наверное, пососное. Иногда на рыбалку едешь, короче, вот некоторые чуваки, по крайней мере наш барабанщик, бывший, царство его небесное, часто брал тушенку, приготовленную его матушкой, из лося. У него и батя охотник, а сам он и охота, рыбалка, вся хуйня. И вот у него мамка делала лосятину. Максланг. Тушенку. Да, его на колбасу обычно пускают. mr.тостер. Его можно, но очень заморочено готовить. Ну, они же все лесные животные, они жрут всякую вот эту вот хуйню, типа ягель, блядь, кору там, листья и так далее. Это же не комбикормовые животные, которые съел как бы и норм, без привкуса, без всего. Лосятину, ну вот лосятину варишь, когда ее несколько часов варишь, там постоянно нужно вот эту пенку черную, типа с воды кипящей снимать, потому что горчить будет пиздос. Но когда ты ее полностью выварил, и когда эта пета перестала вылезать черная, тогда уже можно с ним что угодно делать. Но как шашлык, если жарить, то он все равно будет жесткий. Я не знаю, если, может быть, конечно, его там на минералке или на кефире замариновать, то, может быть, он как бы и кайфовый будет. Но не то. Все равно же скажу, ну, жесткое мясо, они же как кони, блядь, носятся по лесу. mr.тостер. Вывод лучше хрюшку. Ну, вообще, да. Хрюшку, говядину, хотя бы. Говядина тоже не очень Масло. жесткое мясо. На киви. Киви сам его переварит. Тоже, да, как вариант. Но я никогда... нет, подожди, я, по-моему, однажды пробовал шашлык из свинины, но сделанный, ну, как бы в киви, замученный. По-моему, один раз кто-то в гараж притаскивал. Что-то такое мы, по-моему, ели. Ну, прикольно, кстати, мне, по-моему, понравилось то, что на киви. Такое ощущение, как будто в уксусе, но только не так сильно порит мясо, как уксус. Уксус просто высушивает мясо.
О, кстати, там плюшечка валяется. Давай подберем. Че она лежит бесхозная? А че, под коготь ты не пашешься? mr.тостер. Блин, зачем ты про киви сказал? Все, теперь ты киви хочешь? Маленький засранец. mr.тостер. Тихо-тихо. Сходи, купи. У меня иногда тоже такое настигает пиздос, короче. Просто вот, что-то надо, короче, вот такое определенное. Что делать? Ебашь в магазин, если он открыт. Хорошо, когда он открыт еще. А когда что-нибудь хочешь, но магаз закрыт. И сиди хоти, короче, до утра. А утром это уже нахуй не надо. Типа поздно. Так, кого объебнуть-то? Давай, наверное, тот чувак подальше отойдет. Ну, вот так. Все, бэт-сигнал. Как я удачненько съебался. Разделитесь, говорит, найдите этого сукина сына. Хер, тебе врыло сразу. Кстати, еще один пятый появился. По-моему, их поменьше было. А что ударно в планировании? Вот, только на этого работает. А на этого что не работает? Вот тоже. Давай-ка ебнем. Все, до сигнал. Я сама ночь. Правда, там в спину, блядь, мне нашмаляли уже в вагон. Я спалился раза два уже. И так сойдет. Ждать, пока они угомонятся и начнут расходиться. Тут можно, блин, на одной жердочке полчаса сидеть. Сейчас мы потихоньку их просто потаскаем, да и все. Чуть-чуть пошустрее. Так, вон у нас жертва потенциально идет. Вот его хуйнуть можно? Никак, он его не видит. А вот этого? Да, пожалуйста. Давай его. Все, бэт-сигнал. Так, не-не-не, валим. Все, без палева вроде съебался. Ай, блин. Нахрен я ломанулся туда. Надо было дать им разойтись. Ладно, быстрее закончится. Он последний. И от гранаты я ушел. И от бабушки ушел. И от дедушки ушел. Все, по идее. Ебать, там труп колбасило. И он, короче, провалился сквозь текстуры. Эко его распидорасило. Короче, ноги торчат. Руки вот так задраны, как у этого. Как у педобира. Пизда, короче, заживала его в текстуры. Так, где-то тут у нас тот самый волшебный, советный, пингвиновский сундучок. Он получается где-то сзади. Ой. Там вон еще хреновина какая-то. Бартгаммер, ща гречку с сарделькой кушать буду. Шикардос. Бартгаммер, текстура заживала. А я вот думаю, что еще вот сегодня тоже мне покушать такого.
Я еще не придумал. Я вообще, по идее, вот как с работы Макс, пришел, только... Гречку с сарделькой и киви. Не, киви сегодня у тостера. Я он с утра как пришел с работы, так еще ничего не ел. Утром, после смены, короче, маленько перекусил. Нахуй спать. Сразу же. Потому что времени в обрез. Так, а где? Где эта херня-то? Сзади где-то. Где-то вот тут. Бартгаммер? Это плохо. Ну да, мне есть хорошо. А что делать? Так и живем. Бартгаммер? Нужно есть 3 раза в день. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, диетологи советуют есть типа побольше, Бартгаммер? но А чаще. то с желудком будет плохо. Но мы же едим, когда это получается. Иногда бывают у меня такие смены, то что пожрать вообще не вариант. Так, а где этот сундук-то? Может быть он в корабле? Да нет, не в корабле. Он где-то тут с края. Ну-ка. Это взорвать никак. Бартгаммер? Ну это я так просто к сведению. Бартгаммер? Да, Никого не принуждаю. хорошо. Мы не будем принуждаться. И есть тоже. Макс Ланг, ты в такие смены делай как фунтик с карамелькой. Ну, кстати, да. У меня есть с собой в сумке карамелька. Бартгаммер? Просто мне с детства говори завтрак, обед и ужин обязаловка. mr.тостер. Кто на массе, тот те вообще едят, пока не спят. Типа Роника Лимана. Да, кстати сказать, там что-то по 5 или 6 раз в день им нужно жрать, короче. Причем в основном овощи, фрукты, дохуя там птицы надо жрать и каш. Не знаю, я бы охуел. Просто ты качаешься и жрешь, нахуй, как этот, как поросенок. Я не врубаюсь, где этот сундук? Что за хрень? Может, как-то пройти можно? Под танком? Нет. Ну, а где это тогда залупа-то? Ни хера не врублись. Вот так, если я стою, то я смотрю прямо на эту хреновину. Вот так, если я стою, я ближе. И вот я типа прям в ней. Но ее тут нет. Такое ощущение, как будто это танк. Может быть, надо войти и вот направо повернуть. Давайте, наверное, прервемся. 3 минутки, сейчас подойду.
Бэкгаммер. Офигенный музон. Кстати, Макс пизданул про Фунтика, мне теперь эта песня, блядь, заела. Про карамельку за щекой и еще одну для друга взять с собой про запас. Ну давай попробуем, короче, зайти. Максло. Надо посоветовать Гурченко и Кобзона поставить. Хорошо, но мне тогда предъявят за авторские права. Я думаю, эти падлы еще даже в гробу нахуй деньги получают. Может быть. Нет, это вообще типа другая локация. Заебись. Куда выходим? Лучше этого какого? Леню, Лещенко, Кобылья Трещенко. Этот, какого, как же он там пел? Из полей доносится печаль. Ну или какую-нибудь такую подобную хуйню. Или типа Агутина. Скибери по брейлям. Может здесь? Нет, тут вообще ни хера нету. Блять, а где же они это говно-то заныкали? Стой, а может быть прямо в контейнере она находится? Ну точно. Сейчас мы, блять, когтем как стрельнем, так потянем. Вот где эта нычка ебучая. Такие пидоры. А как тогда добраться теперь? Не то. Может спланировать? Да нет, не получится. Стой. А я эту херню могу же на расстоянии заюзать. О. Все, Барсик, ваша карта бита. Готово, у нас получилось. Ну, скорее у тебя получилось, но я же помогала. Хорошо мы сработались. Словом, если будешь когда-нибудь искать партнера или еще что, я всегда готова. Ладно, выпускай тебя вершить подвиги дальше. И вот увидишь, когда-нибудь отец тоже сообразит, какой ты классный. И все, мы за спасибо, блядь, работаем. Твою мать. Я думал, какой-то будет охуенный босс, но нет. Так, что у нас еще осталось? Тут у нас... mr.toaster. Вот она какая девушка лихая. Угу. Спасибо, Гарри. Ты лучший. И все. Вот здесь какая-то побочка есть. Такой побочкой у нас Deathstroke отмечался. А, нет, это не то. Пожалуйста. Давай, наверное, за Бэйна тогда замутим побочки. Или вот это вот что такое. Испытание Шивы. Найти и спасти невинного человека. Ну давай, коль не шутишь. Так мы тогда и сделаем. С быстрым перемещением. Естественно. Бэт-крыло. Хорошо, когда есть куча гаджетов для перемещения. А не то, что там ебашишь на плотве, блядь, 10 тысяч часов.
куда-то сюда. Available units call-in status. Possible assignment incoming. Так, и причем я где-то рядом, по-моему. Ну, такое себе рядом. С карамелькой за щекою. Где-то тут. И потом вот так. Ой. Я на месте? Ну да. Ладно, ну и мне вот так. Вот, пизда. Сейчас мы перчатками работаем. Нахуй контрудары. Кстати, что у нас насчет стрима по Left 4 Dead? У всех установлен, все готовы или как? Макс, Тостер. Как вы насчет того, чтобы покооперативить? Надо что, кстати, у Сереги спросить, может он уже приехал? mr.тостер. Ждем Сережу. Он сказал, что 8 числа приедет. Макс Ланг. А я манку с чаем ем. Просто в чистом виде. Я, кстати, вот не любитель особо манки. Ну и как оно? Насчет Сереги, он приехал или нет? Что-то он даже не отписывался, ничего. Обещался 8-го. mr.тостер. Сегодня на ночь поставлю скачиваться. Макс Ланг. Я тоже. Но что-то захотел сегодня. mr.тостер. Не знаю, мне не писал. Тостер, игра весит 13 гигов. Я думаю, она скачается минут за Я тоже 30-40. манку не особо люблю. Вот овсянку просто обожаю. Угу. Ну, я тогда тоже так, короче... Макс Ланг. У меня стоит. Я тоже тогда, короче, сегодня поставлю скачиваться и тупо ждем Серегу. Я просто думал, если как бы сегодня все готовы, то завтра мы уже можно поколбасить. Но раз Сереги нет, он не объявляется. Ну, попробуем, короче, завтра я ему, или сегодня вечером я ему напишу, спрошу, что как, и тогда на созвоне, на списоне, короче говоря, договоримся, может быть, завтра вечерком полобаем. Просто тогда сейчас, короче, ставь скачиваться. 13 гигов, они сольются быстро. Ну, плюс установка. Бартгаммер, а что скачивать собираетесь, если не секрет? Бартгеймер, мы собираемся на 4 полобать Left 4 Dead 2. mr.тостер. Акслонг, у меня не стоит твоя роза в стакане. Кстати, да, у меня тоже Макса нету в Стиме. Надо добавить. Начнем даже с этого, пожалуй. Бартгаммер? А понял. Круто. Знаю эту игру. Ого. Мы вот решили на 4, короче говоря, покооперативить. Чувак откуда-то отсюда орет. Ну-ка, иди сюда. Нет, слушай, это не то. Или дойти все-таки сюда? Нет, по-моему, это у нас банк. Бартгаммер? Постараюсь попасть на этот стрим.
Торговый комплекс. Слушай, там какой-то чувак болтается. Кажется, это он. Обесточить провода в бассейне. Так. Кажется, что-то интересненькое намечается. Как мы можем это сделать? Нет, что деструктор не помогает. Тоже не то. А так? Нет. Там что-то наверху, по-моему. И вот там, скорее всего, какая-то панель управления или что-то в этом роде. Вот эта хрень. Это у нас, по-моему, предохранители. Надо думать, как отключить. Надо типа в полете как-то зарядить батаранг, чтобы он летел, пролетел вот туда и долбанул в панель. Странно. Это же только вот единственное место, где у нас предохранители эти торчат. Он как-то по касательной должен типа пролететь вроде как. Это ранка-то. mr.toaster. Там справа решетки вроде нет. Сверху. Ну вот, это как раз то место, где должен батаранг пролететь. И он типа как-то должен зарядиться. Стой. Вот еще. Между ними можно трос какой-то натянуть. А как туда пройти тогда? О! Вот тебе и решение. mr.toaster. Вон решетка отогнута. Да. Просто уничтожить. Так, давай тогда между... Заебись. Черепашки ниндзя, блядь. Ну ладно, хоть их 3. Баргамер, пока кушаю, с телефона посил 3. Баргамер, посмотрел. Хорошо. Все, уработал? Да. Все, жизнь на месте. Так, по идее, где эта херня-то? 8. На 8 лупим тросом, цепляемся и ползем туда, во вторую половину. Сейчас, по идее, их больше должно быть. Вот так. Отключаем только ведущие части. Где черепахи? О. Ой, я всех законтрил. Шустрые, конечно, сучки. Ну ничего. Вот, передаем. Я перчатки зарядил.
Добивание. Хорош. Так, ну что у нас? Мужика-то получилось спасти? Ну да, вроде, только нет. Ошибись, и трос уже убрали. Верните трос. Все, током он не бился. Так, Добби теперь свободен. Может, к нему подойти тупо надо? Нет. Значит, сшибаем этого мужика. Мужик, ты как? Прошу, не трогайте меня. Кто это сделал? У них были закрытые лица, как у ниндзя. Шива. О, куда они пошли? Я не знаю, мой напарник ранил одного из них и убежал. Они подвесили меня сюда и погнались за ним. Позвони в участок, пусть за тобой пришлют машину и найди место, где можно ее дождаться. Конечно, спасибо. Короче, вот Шива, наверное. Короче, Шива, наверное, все-таки будет боссом. Раз пингвин им не стал, то тогда хотя бы Шива будет. Это приведет меня к другому полицейскому. Макс Лонг. Батман. Герой, ругающий за причинные места. Потом у психолога, короче, полицейский сидит. Психолог там такой, покажи на кукле. А Шива это та, что из МК. Покажи на кукле, где тебя Бэтмен трогал. Вот тут. Ищу трогал. Шива это не та, что из МК, но что-то похожее. Это какая-то ниндзя, короче, местная. Я точно не знаю. Это какой-то третьестепенный, скорее, персонаж. Сейчас вычислим, посмотрим, что за падла. И ушел в тишину. Черный экран. Fade to black, как говорится. Идти по следам, ну давай. Можно даже пробежаться. Что-то, кстати, знакомое задание. Я не знаю, в этой части я подобное выполнял ли где-то еще. Что-то такое было. Так. И чё? И чё? И чё? А, вот. Угу, вижу. Надо по синим точкам сначала ориентироваться. У кого-то месячные. Тихо, не торопись. Так, палку надо туда. Наверное, вон там, где труп валяется. Да. Браслет, ну давай. Я опоздал. Вот это Шива. Что это за манда, я не знаю. Наверное, типа местная женщина-кошка. Зачем ты его убил? Потому что это не сделал ты. Он сам был убийцей. Но это его не правосудие. Что ты скажешь о правосудии? Эти люди не меняются, по какую бы сторону решетки они ни находились. И пока они живы, Готэм будет осквернен. Это не способ. А я-то думала, ты меня поймешь. Впрочем, испытание продолжается. Встретимся в Шелдон-парке. Ты уебала, закат. Я тоже так могу.
Взять дымовуху, бросить и съебаться. Шелдон Парк. Парковая улица. А, вот, Шелдон Парк. Сейчас сюда и ебанем прям за ней, да. Чик. А иди-то далеко? Где я вообще? Да прилично, слушай, ну не зря я открывал построил. Летели. Бэт-крыло. Короче, давайте так, наверное, сделаем. Если Серега завтра объявится, готов будет поиграть, давайте тогда на 6 часов, ну, к 6 мы созвонимся. И на 6 часов тогда договоримся запустить кооперативный стримчанский. Если нет, если Серега не объявляется, тогда я завтра добиваю вечером добиваю код Веронику. Скорее всего так. Чтобы потом уже, короче, следующим стримом RDR 2 запустить. А вечерние стримы пойдут на Batman Arkham Asylum. А днем перед работой можно, короче, в RDR-ку погонять. Макс Ланг. Ок. mr.toaster. Ща напишу ему. О, даже так удобнее будет, да, серьезно. Пиши ему. Проси, чё кого. Кстати, Макс, у тебя там что там с компом, охлаждением, все нормально? Ну, в смысле, компьютер-то работает? mr.toaster. Все норм. Че норм? Ты ему написал просто? Пока не норм, он же не ответил. Так, ну, вот я где-то тут. mr.toaster. Я про комп. А, ну я не уточнил. Макс, я у Макса Лонка спрашивал. Ну и у тебя тоже. Отвечай мне. У Макса просто что-то с охлаждением, который Лонг Макс. Я почему тебя конкретно тостером называю, его Максом, чтобы не путаться в показаниях. Макс Лонг тут недавно писал просто то, что у него с охлаждением проблемы какие-то были. Надо корпус ему было типа новый покупать. Не влезало одно в другое. Макс Ланг. Ахахаха. Какую игру потянет и калькулятор? Ну да. Я просто о том, что мало ли, может этот. Макс Ланг. Просто стрим не запущу. А просто о том, что мало ли, может быть, комп не рабочий. Всякое же бывает. Так. Ага. Надо вот этих вот клоунов захерачить. Потому что, я помню, я сюда приходил, короче, и они мне дали конкретные пизды, потому что их тут много. Тут, короче, и бабы с этими, с саблями выскакивают. И еще вот эти чуваки охуенно мешаются. А? Макс Ланг. Не все, но просто нагрузку давать не могу на проц. Сейчас в играх до 68 грейдсов. Ну, 68, это же вроде мы эмпирическим путем выяснили, что это вроде нормальная температура. Ну, типа рабочая. Даже и 75 рабочая. Просто как бы главное пизды не давать до 90 градусов. Баргана. По-моему, так. Ну всем пока. Мне в магазин надо.
Барт Гаммер, Магазины до 11. спасибо за стрим. Пожалуйста, заходите еще. Так, у нас еще кто-нибудь остался тут на горизонте? Вроде нет. Мужик. О, Барт Гаммер, удачно да пройти тебе финал. ну, финал-то пройден. Финал пройден. Я тут сейчас просто хуйней страдаю. Серега, привет всем. О, Как вот ваши Серега. мышиные дела? Мужчины. Барт Гаммер, всем Да удачи. нормально наши Здоровья, мужчины дела. всех благ. И тебе всех благ. Серега, что там, как? Ты приехал, не приехал, закончил свои дела? Максло, как нагрузки нет, 10. Если стрим повесит, то будет плохо ему. Потому и говорил, что пока без корпуса. Угу. Блядь, я походу их не замочу. Да ёпта. Надо конкретно юзать, сука, контрудар. Серега приехал. Чего I take решаете? no pleasure in your death. Да решаем тут, что этот, как его, завтра 6 покооперативить на 4 Left 4 Dead. И как? Мне только установить и связаться со всеми. Я завтра выходной. Надо, кстати, еще на крыше сейчас снайпера угандошить. Он тоже там, походу, постреливает в меня. Ру-ту-ту-ту-ту-ту. Я тут недавно, кстати, Макс к этому... Макс Лонг, я имею в виду. К слову, тут недавно видел, как чувак, короче, сделал себе комп в крышке из-под Серега, стола. То у есть, меня все стоит. Удаленка закончится в 6. угу. То есть крышку от стола поднимаешь, там 2 видюхи по бокам, в центре мозги и так далее, все подсвечивается, стол, сама столешница прозрачная. Ну, бля, прикольная тема. Наверное, стоит как сбитый Боинг. Он там показывал, как у него охлаждение подходит и все такое, там заебись. Классно, в натуре классно. Так, Серега, у меня, говорит, все стоит, удаленка закончится в 6. Ну вот. Давайте тогда где-нибудь на 6:20, допустим. Успеешь за 20 минут с работы переключиться на стрим? Можно в 6:30. Мне только вот игру поставить. 13 гигов, они установятся быстро. mr.toaster. Я за 18.30. Окей, давайте в 6:30 тогда. Но нам в течение дня как-то надо будет связаться. Максло. Такой стол есть Ленинг. Он 1500-1700 бакинских стоит. Серега. Да, давайте в 6.30. Ну все. Тогда договорились, завтра в 18:30 будем стримить. Тогда у кого там что не установлено, устанавливайте. И я предлагаю нам связаться предварительно, посмотреть, как у нас там что по звуку работает. Когда мы можем связаться? В течение дня без разницы. Когда мы можем связаться перед стримом. Серега. Днем в любое время пишите. Потестим.
К тому же, да, вот у Сереги еще и микрофон не проверенный. Может, ему там что-то надо настройками помутить. Поэтому надо пораньше чуть-чуть связаться. Макслок. После 3К давайте. Пока по работе буду ходить. Окей. Давай тогда предлагаю, короче, в 4 часа. В 4 часа сконнектиться или где-нибудь полпятого. Я до 17:00 работаю, могу отправиться в 16:00. Угу. Давайте тогда, короче, в 16:30 мы сконнектимся в Стиме. Давайте так, в 16:30 сконнектимся в Стиме, а в 18:30 запускаем уже трансляцию. Макс Лонг, ты напиши свой ник в Стиме. Напиши свой ник в Стиме мне в ВК. Я тебя добавлю. Серега. Ссылка. Стер, бросай работу. Давай стримить 24/7. mr.toaster. Есть мой генерал. Или 24/8. Так, а где чувак-то? Макслок. Да я уже скинул. А, ну все, отлично. Просто замечательно. Где чувак-то? Он же красный там стоял. Блять, эти чуваки нормально материализовались просто, чтоб попиздиться. mr.toaster. Тебя не отпускает эта идея. Макслок. Как говорится, за ваши донаты любой каприз. Давайте тогда, короче, в 16:30 мы созвонимся в Стиме. А в 18:30 тогда запускаем. Так, а он показывает то, что этот чувак должен быть здесь, но, блядь. Какого хуя? Чувака нету. Давай всех разъебем. Помешаем всем в драку. Так, он, блядь, через 20 тысяч километров летает просто до каждого. Всех раскидал. Ну, почти. Спасибо за donation. Thank you for donation. По традиции. Да, сиськоверт. Это уже традишн. Бля, ну если я сейчас сюда зайду, то... Это задание или нет? Я что-то не понимаю. Да, Шива. Зачем ты пришел? Тебе ни разу не сосать не надо, Гора. Да, как ты не усвоил этот урок? И если ты не поумнеешь, жертв будет гораздо больше. Значит, ты ответишь за все убийства. Мне нравится твоя убежденность, хоть ты и не выбрал не ту сторону. Сразимся. Скрестим шпаги. Короче, Шива это босс. Где эта сучка? Вон она.
Больше напрягает это, бляди, вот эти, которые досаждают рядом с ней находящиеся. Сейчас мы перчатки зарядим, им пизда. МР.Тостер. Нет, не скрещивайте лучи. Придется скрести. Она чуваков позвала. Мандашвили, а какая? Наверное, электричеством ей должен такой, блядь, колоссальный урон въебывать просто. У нее яйца должны запечься. Все, вырубил. Нет, не вырубил. Now pay attention. Protect Ascendant, and with it your life. Ну, толкай. Enough. И все. Skilled. Искусен, благороден, предан. Теперь я понимаю, почему хозяин выбрал тебя. Думаю, сегодня мы оба обогатились опытом. Мне нет дела до тебя и твоего хозяина, ты отправишься в тюрьму. No, you're not. Поэтому не бывает. Но ты заслужил отсрочку. Надеюсь, пройдет время, и ты поймешь, как ошибался по поводу Готэма. Этот город не заслуживает спасения. Его невозможно Only cleanse. спасти. Можно лишь очистить огнем и возродить из пепла. Альфред, посылаю тебе координаты трупа и выжившего. Передай их в полицию. Конечно, сэр. Значит, считаем дело закрытым? Пока да. Сдается мне, я еще увижу Шиву. Шива еще на свободе, особо опасно, открыто. Скорее всего, тут имеется в виду то, что Розельгул. Шива типа на Розельгула работает. Мы с ним будем мудохаться только в Аркхам-Сити. Раз у нее такой посыл, типа Готэм заебись, но он типа недостоин жизни. Скорее всего так. Че, выходим? Пульту делать еще. К тому же у Розельгула примерно так и одевались все. Латексные костюмчики с обтягивающими жопами и так далее. Кстати, Бэтмен к дочке Розельгула неравнодушен. Он хотел бы ей свою летучую писюльку приписюнить. Это так, к слову. Тут довольно-таки запутанный немножко лор. Его типа женщина-кошка интересует, но как бы так. Плющу он бы вдул, но она не очень. И у него больше летучая писька стоит на... Как ее, блядь? Дочку Розельгула. Не помню, как ее зовут. Талия, по-моему, Альгул. Как-то так. Так, ну что у нас тут остался вот это вот что? Штаб-квартира Энигмы. Все ретрансляторы, типа отключишь, тогда вот этот вопрос откроется. Ну, я не знаю. Тут их еще до хрена так-то. Давай на Бэйна, наверное, сгоняем. Там вообще типа ерунда, просто ящик взрывать и все. Обычно много хлопот это не доставляет. Бэт-крыло. Почему-то звук стал пропадать, когда он летит по этой заставке. Видимо, денег не хватило на бюджет. Ну или бюджета не хватило на это. На звук в этих катсценах. Итак, где у нас Бэйнушка? Далековато по прямой еще. Пердолить и пердолить. Я не знаю, что это такое, но давай долбанем. Ну, понятно. Возьмем. Чё бы и нет.
Бэйн, наверное, где-то тут, я так понимаю. Хуяк. Где карта-то? Эй! Нет, слушай, мне еще дальше. Прямо в угол. You heard the latest? Sionis is back. Told you he wasn't dead. No kidding? Looks like some rope. Бежал сейчас ради эксперимента, батарангами швырял. Ну, такое себе. Все? Блять, еще один. Живучий пидор оказался. Да, вот эту херню надо долбануть. Тихо. Сейчас я, кстати, напишу, сколько еще раз, да, блядь. Что-то крутанулся вокруг себя, чтобы нанести еще третий. Блять, ну как тут отвратительно вот этот взрыв работает на кружок мышки. Жопа полнейшая. Он крутится опять. Мудака. Неужели? Раза с 7-го, наверное. Осталось 2 тайника с наркотой. Давай что-то последнее что-то качнем. Или предпоследнее. Вот это вот хреновину я пропустил. Критический контур удара. Вот это. Ускорение специальный комбат. Да. Я думаю, в принципе, если все активности выполнить, то можно качнуться. Это тоже, наверное, какой-то процент игры составит в прохождении. Так, смотрим Бэйна. Где он еще? Вот тут вот еще у нас какая-то птичка нарисована. Что это такое? Птица. Расследовать драку бандитов. Ну, потом, после Бэйна, короче, можно сигануть туда. Вот он тут находится. Чем ебашить туда не ближний свет, кстати сказать. Ну-ка, фаст тревел есть? Я, наверное, быстрее так пролечу. Я ж сама ночь. Я жопа летящая на крыльях ночь. Тип того. Ну и любые афоризмы, которые можно с этим связать. Давненько у нас тут здание горит вообще. Что за хрень? Что там происходит? Это откуда мы, наверное, Джокера, да, вытаскивали? Или тут мотылек начудил? Хер знает, не помню. Ты кто такой? Надо их отрубить, чтобы вырубить, иначе мы никогда не будем свободны. Заебись. Побочку взял какую-то. Которая где? Куда мне за 3 минуты тут надо успеть? Ага, вот туда же.
Ну, я, конечно, попробую. Ну, тут надо ебать, как быстро перемещаться тогда. Сейчас где-нибудь на трассах долетим и т.д. Хуй знает, успею, нет. Бесит задание на время. Так, вот я пролетел. Дальше чисто по прямой, просто тупо по прямой. Скорее всего, вот где горит. Возможно, туда. А как красиво летит. Аэрофлот. Мы объединяем. Так, я хочу... Да, слушай, все верно. И минута на разъеб, короче. Like some corporate tool. Use this. Buy this. Need this. Ну, хер знает, с перчатками у меня может и получится. Включаем перчаточку. Хорошо, что они тут кучненько стоят, так можно наваливать. Тамбурик 31, 35, 37. Сбили кома. Все, это был последний, 50 секунд. Нормально? Я ложился. Хорош. Да. Что-то там про бомбу он крякает, но это вся фигня. Бейна, короче, на мосту одно задание. Но там говорилось про 2. А, вот второй там. Давай тогда, короче, топаем обратно на мост. Отмечаем. Вот так. Херачим на мост. Потом выполняем там где-то, где птица, короче, вот это задание. Добиваем, точнее, вот это задание бойное. И потом посмотрим, что там за птица. Как раз неподалеку. Местами тут некоторые побочки даже чуть-чуть поприкольнее, чем сюжетные сделают задания. А иногда вообще такое тусклое, унылое однообразие, что просто пиндык. Так, главное не переборщить. Нет, еще до хера. Еще где-то на середину моста.
Вот тут? Нет, еще дальше. Блять, светлячок все расхерачил, блять, мудак, нахуй. Теперь тут даже не побегать. Угу. Я где-то тут, и нужно искать бомбу где-то тут. По прямой она. Возможно. Я помню, что я тут бегал, но бомбы, по-моему, я тут не находил прямо здесь. Возможно, она типа внизу. Ебать. Не слишком ли низко я упал? Еще выше нам. По направлению-то хоть правильно? Правильно. Может, она в самом здании? Такое что же может быть? Давай сначала на этой площадке порыщем. Порысчем. Где-то тут. Вот так примерно. Итак. Да, возможно, вот где эти два гомика стоят. Туда надо. Ну-ка, придраконим назад как-то. А чё, никак? Блять. Будто как на углу она тусуется тут. Почти. Не, нихера, слушай. Как будто справа. Сюда как-то можно пройти? Нет. Блять, позаныкают, потом ищи. Твою мать. Вот типа я прямо должен на нее смотреть почти. Только она как за стеной получается. Может даже внизу. Что скорее всего. Ну а как туда забраться-то? О, я там проход, кажется, вижу. Потом через вот эти вот опоры, по-моему, можно ебануть по бездорожью. Ну чё ты, цепляйся. Вот, погоди. Вот туда надо. Да, все отлично. Токовая терапия. Хорош. Взрываем бочечку вот эту. Бум. Все, последний тайничок. Так, он находится у нас вот здесь. Можно вот действительно сейчас по тревелам долбануть. Почему бы нет? Потому что геморройно что-то с этого моста выбираться. Там как-то пшук-пшук все.
кривенько, косенько сделано. Так, а я цель даже не отметил. Иди-ка сюда. Потом на птицу пойдем. Внимательно. Скорее всего, это внизу стоит. Надо, получается, вдоль дома вот так примерно, да? Идти. Вот. Вот так. С обратной стороны дома. Мне нужно остановить эту драку и заполучить химикаты. Какую драку? Эй. Блять, и там чуваки, идут чуваки, все пиздятся между собой. Хуй знает, давай сначала этих наебнем. Че они тут стоят? Заодно перчик подзарядить. Тут еще какой-то ход в канализации. Нахрена что-то я так и не знаю. Так, стоять. Перчатки мы не врубаем. Потому что... Че? Потому что, возможно, сейчас придется с толпой биться. Я прям над этой хренью, оказывается. А где бочка? Что-то они дуру гонят. Бочка, наверное, за стенкой. Ебать, у них тут, кстати, массовое побоище. Короче, да. Какую-то гиператаку там захерачило. Иди сюда, мужик. Все, кончили. Ощущение, что вырубленные вставать начинают. Так. Подожди. Тут из-за Бэйна, из-за птицы. Вообще другое, ну ладно. Блять. Ты заебал. Крутит своей дулькой, блядь. Нихуя не взрывает. Я уже, наверное, раз 50, блядь, нажал. Блять, как это действительно по-мудацки сделано, вот этот взрыв на мышке. А прикинь, если бы босс какой-нибудь на этой шляпе бы попался, все, труба. Он бы так стоял, крутил в тупую и подох бы. Он крутит просто и все. Я хуй знает, как это, блядь, нажимается.
Нафига допросить? What's in the canister? Что в контейнере? Подарочек для Эл Джеффи босса. Один из. А где другие? Больше ничего не скажу. Брат, мы в порту. На этот Коблпот отправил против нас своих друзей. У меня есть то, что мне нужно. Блять, ну серьезно. Что за хуйня? Не взрывает и все. Пошел нахуй, долбоёб. Так, вот здесь где-то. Ага, я отсюда же и поднялся. Сейчас посмотрим, может быть надо прям в канализацию зайти. Это же задание для Бэйна, а он у нас по этим, как он, как черепашка ниндзя по канализациям тусит. Блять, это, наверное, никогда не произойдет. Да. Это теперь сработало почему-то только на бегу. До чего мудацкая хуйня. Давай, наверное... Подожди. Птица еще будет где-то обозначена? Да, вот тут еще птица. Ну, скорее всего, задание за птицу, там что-то про Коблпота пиздели. А Коблпот, это, как известно, это нас пингвинчик. Так что, возможно, пингвина же я не замочил, как бы, но он тут был. Так что, возможно, пизды надо дать пингвину еще. Давай в канализацию залезем. А, ну и все. Всех дел. Блять, опять с этим взрывом мудится. Все. Сразиться с черной маской в церкви. Ща мы как дадим, бля, пизды. Черные маски. Ну вот и боссы нарисовались. Не сюжетные, но тем не менее. Для особо любопытных. Где у нас церковь? Дом пионеров, парк, парковая улица. Это церковь, наверное. Вот тут она. Да. Все, ок. А потом как раз птица тут недалеко. Плюс Fast Travel. Рекордос. Че гонять туда-сюда? Странно, но тут по-моему, за шляпника, типа, только одно задание. Там надо просто было побегать, 2 пачки врагов замочить, попрыгать немножко и все. И потом ты типа шляпнику по башке даешь батарангом, и он подыхает. Я думал, за шляпника будет побольше заданий. Да, вот она, церковь. Сейчас мы тут черные маски и пизды дадим. Кукуси. Блять. Двери не работают, потому что, блядь, тут дохуя врагов. Какой поры нужно, чтобы прийти спиться, сначала всех отмудохать? Прикинь, да, такая ситуация. Пасха. Бабка такая: о, пойду на службу схожу. И стоит возле церкви, всех разъебывает просто. Всех прохожих хуярит. Электрическими перчатками. И кардиостимулятором. Точнее, кардиостимулятор, наверное, у нее в мандырину, в варежке, которая съезжала. Все, последний был. Наконец-то. Ну, дополнительные очки тоже не повредят.
Сейчас, скорее всего, по стелсу надо будет мочить. Пока вот из побочных боссов самый сложный это вот Дэдшот был. Там, где толпами наваливает, и он стреляет просто в разные стороны. Этим он был сложен, то что долго таскать по стелсу всех. Занимал много времени. Ну вот, босс в своем репертуаре. Ну просто зверь. С ним сегодня такое приключилось, он все равно первым делом думает о деле. Слыхал, его девчонку тоже шлепнули. Черт, надо быть каменным, чтобы такое забить. На такое забить. Вот поэтому он всем и заправляет. Не отвлекайся. Говорят, босса похитил пингвин. Не удивлюсь, если эти двое не особо дружат. Но мне казалось, у нас перемирие. И что, перемирие нарушаются? Так, ладно. Хорошую тут херню читать всякую. Начинаем выносить потихоньку, народ. Наведем немножко, наверное, блядь. Хотел шороху навести. Обратно нужно на горгулью. Вот сюда. Сейчас посмотрим, кого утащить можно для начала. По-любому кто-то стоит прям под ней. Так и сверху можно. Да давай. Сейчас мы кого-нибудь утащим. Че, никого нет? Ну тогда вот так. Что-то пошло не очень. Я, наверное, слишком бозно их таскал. Да, они меня видят. Мне от них не съебаться. Да, приземлился, чтобы умереть. Угарно он так распластался там. Я после твоей смерти могу прибрать Готэм к рукам. Короче, локация просто неудобная, она такая как Г-образная, что ли. Не очень классно всех таскать. Когда по квадрату ты летаешь, ты хоть можешь съебаться по разным углам от них. Сейчас вот этого первого утащим. Оп. Так, они теперь на шухере. Но пока меня не видят. По идее, надо очень аккуратненько, по-тихому развесить вот этих вот утырков всех вот тут. Ну, на горгулях имею в виду. Подождем, пока рассосутся. Нужен конкретно вот такой захват с высоты. Сколько их? 4 осталось, да? Больше одного не повесить. Значит, типа надо ждать, пока вот здесь кто-то пройдет. Тут же у нас никто не висит. Блин, не слезть. Хотя можно, по идее, удары в планировании юзать, да. По идее, что угодно можно делать. В этом плане тут свобода слова. Оп, еще.
Дом. Трое осталось. Подождать можно ему прямо здесь. Когда-нибудь они типа и пройдут. Но это ж так долго. Церковь вроде клево освещена, как бы тут вполне все видно. Разве они не видят то, что, блядь, мужик с здоровенным плащом просто сидит и пялит на них? Как будто они вообще просто наверх не смотрят. Их кореша, главное, наверху все висят. И они забывают посмотреть тоже наверх, чтобы и их не утащили. Так, эти вдвоем вообще. Подожди. Захват с высоты. Я маленько подспалился, конечно. Но вроде прокатило. Последние два. Сейчас они подразойдутся. Вешать-то уже тут особо некуда. Раз, два. Вот одна единственная свободная осталась. Да? Да, последняя. Не, ну может быть, конечно, мне повезет, и кто-то здесь пройдет когда-то, но выжидать их что-то такое. Че он отсюда выйдет, я его ебал. Заебись. Он там застрял. Тогда делаем иначе. Нападаем на того. Что-то низковатое, да, как-то? На горгулью надо залезть. Так видно лучше. Так, где у нас товарищ? О. А чё ты так по-мудацки-то приземлился? Ну ладно. Уничтожить последний тайник с наркотиками. А где он? Понятно. Дешифратор. Ну или как он там называется. Подставная банда не катит. Мертвый родитель. Это отсылка к Бэтмену? Серьезно? Неужели? Хорошо, что ты сам объявился. Не пришлось тебя выслеживать. Ты не умеешь вовремя остановиться, Сионис. Это у нас с тобой общее. Так или иначе, ты пойдешь со мной. Можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Но я думаю, ты мой выбор знаешь. Короче, всех отпиздить надо. Но, скорее всего, подобные вещи непрокачанному будет крайне тяжело проходить. Просто потому, что тебя массой завалят. Дохуя разношерстных врагов, которые лупят с разных сторон. Да, блять.
Автомат уже вырубленный. Я ему буквально пару раз саданул и все. И он отключился. Вставай, мужик. Штатс. Готов. Все, замазку пройдено. Альфред, сообщи в полицию, что Роман Сионис пойман. Они могут забрать его в церкви. Немедленно, сэр. Знаешь, что тебе прелестно, Бэтмен? Даже я, если проиграл, я выиграл. Давай, зови легавых, пусть меня арестуют. Вернее, пусть попробуют. Мой адвокат вытащит. Угу, хорошо. Бла-бла-бла, ну тут, по идее, ничего вкусного больше нету. Давай качнем последнее улучшение боя. Коли уж так. Все, типа. Все завершено. Да пизды он, что он там несет. Пошел в задницу. Сейчас его менты там спеленают, как жирафу. Закроют в клетку. Но потом этот черная маска, по-моему, а нет, двуликий в Архам Сити. Блядь, вы серьезно? Пошли в жопу. 508 раз этой толпой неинтересно биться. Так, давай на птицу. Посмотрим, что это за задание. Скорее всего, это был пот. Он же пингвинчик. Расследуем драку бандита. Угу. Не обращал внимания, оказывается, там, где ты метку ставишь, там и бэт-сигнал типа горит. Кстати, прям такие знакомые локации, как будто вот часть этих зданий в Архам Сити взяли. Только я не помню, что раньше вышло, Origin или Архам Сити. Ага, вот эту драку надо. Эту канистру надо найти. Да, опять толпу надо разъебать. И в итоге почему-то все они друг с другом начинают пиздиться, а именно с тобой. Комбат били на 42. Было бы прикольно. Вон вся шобла, блядь, стоит и просто смотрит, как их все разъебывают. Я думаю, если бы на живого человека вот так вот толпой бы налетели, от него бы ничего не осталось. Каким бы он охуенным Бэтменом бы не был. Ебать, тут народу надо положить пиздец. Я думаю, мне тут хватит трижды перчатки зарядить. От комбо сбивают, суки. Все, хорош. Какая замечательная картина. Чувак просто застыл в полете. Он ногой, короче, влепился в грудь чела. Нога эта вытянулась, как жвачка. И его подняла в воздух.
Ну прикольно же, да? Ну ты панк-рокер, блядь. Ладно. Че, допроси. Where's the canister? Где контейнер? Улетел. Теперь не найдешь. Сэр, датчики костюма обнаруживают следы смеси, используемые в производстве винома. Скорее всего, в контейнерах ингредиенты для его создания. I need to find out where they've. Я должен знать, куда их спрятали. Может быть, стоит просканировать окрестности? Они могут оставить что-то, что указывает, куда они направились. Просканировать область вокруг контейнера. А какого контейнера? Вот этого, наверное. Улики, улики. Looks like they're heading to my alibi. Похоже, они направились в май алиби. Пробраться в ночной клуб май алиби и сразиться. Че там? С кем сразиться? Я не успел прочитать. Где у них этот клуб? Охуевший. О. Сразиться с птицей май алиби. Какой-то это босс, походу. Сразиться с ним надо. Пробраться в ночной клуб, сразиться с птицей. Нахуй пошли. Далеко пердолить? Бля, ну прилично. Нахер. Построил. Посмотрим, короче, что за птица, да будем закругляться. Тут можно просто, ну, побочки только остается. Там буквально немного. За Энигму нет смысла выполнять, там вся карта, блядь, зеленая. Тихо, тихо, тихо. Бляди какие, а? Снесли, блядь, здоровье мне все. Так, по прямой. За этим домом. Немного неверно, но надо вот этих вот клоунов разъебать. Что здоровье восстановить. Потому что если будет какая толпа посерьезнее, мне пиздец. Разъебывательные варежки сделали свое дело. Сейчас посмотрим. Так. Может быть, это и есть вход? Нет. Превосходный мститель. Ну охуеть теперь. Так, если повернуться, вот так вот. Мне строго по курсу. Стоять. Прям подо мной. Да. Ну-ка сюда. А потом сюда. Заходим. Клубешник. Я будем клубиться.
Почему вот они по фаст-тревелу забацали заставку, типа он летит на бэт-крыле, а когда он заходит с одного здания в другое не сделали? Ну, типа, можно бы там, он как в слоумо, там, дотянется рукой за дверь, тупит 10 лет, поворачивает ручку, заходит такой, ну, нихуя, типа, блядь. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать, правда? А не тупо черный экран и все. Сейчас мы им пизды дадим. Тут, походу, у нас какой-то клубешник в натуре забавный. Это можно открыть? Да. Только мне сюда, в центр. По-любому. Уходи, и мы тебя пощадим. Владелец клуба «Мое алиби». Отлично, тебе нужен клуб, забирай. Тот, кто промолчит, ему жизнь, дорога, что-то. А, Бэтс явился, как бы Бэйн обещал. Слетел, значит, с жердочки и прямо на бойню. Я думал, ты не попросишь. На въебло. Сразу. Сходу, так сказать. Мама, пусти. Не того ты ему лупишь, блядь. Надо сначала мелких. О, подожди. Да, блядь, вы заебали. Все, я совсем забыл про перчатки. Ну. Добрый. Перчатки, короче, тут и меня зовут Птица, Бэйн Приквести. Если тебя убрать, его план, да-да-да, у Бэйна все, что нужно, он найдет тебя и прикончит. Я Бэйна разъебал, пошел нахуй. Ну и как-то и все. Вот они говорят в полицию, они захотят допросить этих людей. Еще одно улучшение Wayne Tech. Новый трофейный персонаж Птица. Всякая дичь пооткрывалась. Ну вот, короче, наверное, как-то так. Тут с этими побочками можно очень долго заниматься и бестолково. Примерно они все одинаковые. Какие-то были вроде как, вот мне с этим шляпником понравилась побочка, а остальные что-то как-то так. Летаешь по городу, какие-то маленькие предметы взрываешь, и все как бы. Потом боссу даешь пизды. С Дэдшотом, кстати, вот тоже побочка была забавная. Там типа детективить надо, а потом тебе Дэдшот стрелу забивает. Ну и все, в принципе. Вот эти вот ворота, вот эти вот нигмы штаб-квартиры откроются, когда вот эти вот все желтенькие соберешь. Не знаю насчет зеленых. Но зеленые открывают вот эти вот клоуны. Когда информатор нигмы ловишь, он тебе открывает, и их еще больше становится. Что еще по побочкам? Ну вот эта вот анархия, это чисто на время. Давай, наверное, вот эту вот анархию еще раз попробуем. Как раз тут недалеко. По времени норм. Не получится, так и в жопу. Тут только вот останется чисто за энигму задание.
Давай, наверное, так и сделаем. Сейчас только отметочку поставлю. I've planted 3 bombs where Gotham's corruption is at its strongest. Да. Сторонник. Это, короче, должен быть чувак какой-то. Преимущественно в белом. Вот он. Здорово. Анархи прав, я считаю, копам на нас плевать. Без нас, без них нам будет лучше. Но ты и так это знаешь, правда? А куда? Куда пишем? 3 бомбы там, где Готэм прогнил сильнее всего. Но в отличие от тех, с кем я борюсь, и в вере выбор. Понятно. Трёп этот. Так, времени меньше, но лететь покороче чуть-чуть. Давай, по-быстрому. Ретируемся туда. Да, блядь, ну, не застревайте. Серьезно? Как обычно, начинаешь торопиться, и он начинает себя по-мудацки вести просто. Если на самый верх, можно? Нет, не можно. Стоять. Конец моста и чуть левее. Вот как-то так, наверное. Хер знает, но вроде должен успеть. По прямой до упора вообще. Ну тут есть такие точки, где можно зацепиться. Главное не потеряться. За зданием. Минута. I've planted. 50 секунд. Блин, туда, конечно, желательно с заряженными перчатками заходить. Здесь должен успеть. Бля, не, они все подставали, сука. 8, 7. Нет, пизда. Буквально на 3 секунды не успел. Потому что висел немного долго, блин, на подъемах там. А попробуем еще раз что-то. Я думаю, это можно пройти. Прям с заряженными перчатками зайдет. Но нет времени их заряжать. Сейчас посмотрим, за откуда меня загрузит еще.
Ага. Давай еще раз попробуем. Anarchy's right, you know. Блять, быстрее. Застревает везде. Твою мать. Так, к мосту и чуть левее. Ну, нормально вроде присосался. Надо вот с той стороны обходить. Сверху прям попробовать спрыгнуть. Минуту 20. Ну, чуть-чуть получше. Че, как долбану нахер. Пробьют стратосферу просто. По идее, их захерачить можно за 50 секунд. Ну давай быстрее. Хорош. Еще 30 секунд даже в запасе. Где это говно? Как-то так. Интересно, даже зная о всех тех местах, где я заложил бомбы, ты предпочел спасти их. Извини, что разочаровал. Разочаровал? Ни в коем случае. Приходи в здание суда, и мы с тобой продолжим суд над Готэмом. Ну давай уж, раз мне вызов кинули. Разобьем этого анарки. Где он вообще тусуется-то? Прямо по фаст-тревелу его ебать. Здание суда. Угу. Так, надо, короче, на поверхность встать какую-то адекватную. Он так не может перемещаться. Да, вот заработали фаст-тревелы. Сейчас посмотрим, что за босс. Ну и по идее тогда все. Кроме Энигмы ничего не останется. Но его уж я делать не буду, потому что это пиздец. Это еще на 20 лет. Здание суда. Получается, как-то тут. Ясно. Чистим территорию, потом только туда заходим.
закончитесь, нет, когда-нибудь? Только скакал, чтобы троих только завалить. Уедь. Последний? Неужели? Хуюшки. Закрыто. Надо было их не мочить. Потому что заход вообще с другой стороны здания. Я когда их начал пиздить, я только об этом подумал. Мне типа вот сюда. I've planted 3 bombs. Неточек, надо заебать. Хорош. Все, заходим, наконец. Надеюсь, надо просто дать тет-а-тет чуваку по ебальнику и все. Без стелса, без всякой фигни. Угу, конечно. Я так рад, что ты пришел. Для меня это большая честь. Сколько всего надо обсудить? И что тебе нужно? Хочу предложить объединиться. Вдвоем мы сможем достичь настоящего величия. Я не работаю с преступниками. Ты должен сдаться полиции. Знаешь что? Я сдамся, как только ты сделаешь то же самое. Но ты не считаешь себя преступником? Костюм, техника, чувство собственной правоты и еще один богатенький сынок с нечистой совестью. Какая жалость. Разъебываешь чуваков, чтобы снова разъебывать чуваков. Вот теперь они в капюшонах. Шикарно. Плотим Кенни. Потом еще прибегут. Серьезно, если они прибегут, будет отстой. Все, говорит, кончено. Да, отстой. Надо еще мудохать. Ну, давайте. Ладно, прожимаешь контур-удар, но какая-нибудь падла все равно тебя двинет. Вот он, блядь, и контур-удар.
Теперь с этим еще ебашится. Ну точно. А он еще и не один. Сука. И типа с самого начала. We could have accomplished such great things together. Бля, будет отстой, если прямо с самого начала. Блядь. Ну давай еще раз попробуем. Нет, так нахер. Тут типа надо ни одной подачи не пропустить, умудриться. И заебенить этого пидора. Да, вот уже понеслось. Ну вот как от них не пропускать-то? Жмакаешь на контур-удар, все равно какая-нибудь падла до тебя ебнет. Не, хуй я его пройду, походу. Хотя, по идее, вот здесь должно здоровье, да, восстановиться. Значит, элементарно не получаем пиздюлей второй раз. Тихо, тихо, тихо. Юзаем перчаточку. Как я его ебучку просто удачно засунул, как только они решили спуститься. Он там где-то подпрыгивает вообще. Текстура путается, наверное. И все, что ли? Нихуя он у него здоровье выебнул просто. Одного пинка. И все. Ты просто ребенок. И что? Какая разница? Я просто хотел изменить мир. Думал, в этом мы с тобой похожи. Я хочу изменить мир, но не таким способом. Из-за тебя сегодня чуть не погибли невинные люди. Невинные? Они смотрели, как Готэм превращается в ад, и ничего не сделали. Они напуганы. Нет, они слабы. Ты тоже. Ну, такое себе. Давай, стучи Альфреду. Полиция уже сюда едет. Ну и типа все. Как-то так. Пятый, ну или какой там по счету, не знаю. Босс Энигмы остался только. И все, по идее. Эта карта сделана. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Игра как бы кончилась. Давно уже, кстати. По карте, в принципе, только вот тут стукачи Энигмы и вот эти желтенькие штучки с телефонами остались. И потом типа босс Энигма. И все. Как-то так. Так что
Вот такой вот Arkham Origin. Ну, ничем, в принципе, он кардинально не отличается от других частей серии от Arkham. Но игруха достойная. Все, в принципе, норм. Все на месте, все работает. Как-то так. Заканчиваем стрим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Отдельное спасибо Сереге за донатик.